Всем доброй ночи. Вы знаете, я с детства любила проводить время с бабушками. Соседскими, своими. Очень много интересного, умного слышала у них. Набиралась опыта. И даже если некоторые вещи тогда не понимала, то по прошествию времени, вспоминая все, что они говорили, смотрите, как они. Это вообще удивительная красота. Так вот, вспоминая то, что они говорили, я анализирую некоторые вещи и очень многое понимаю в жизни. Очень многое до меня доходит. То, что тогда для меня было непонятно. Вот этот заговор, он видоизменен только тем, что я перевела этот заговор на русский язык. Потому что, еще раз объясняю, что в том виде, в котором есть эти заговоры, передавать нельзя. Нужно что-нибудь поменять. Но поменять так, чтобы сила заговора не пострадала. Этот заговор целиком и полностью переведен на русский язык. И заговор этот от одной бабушки, нашей родственницы, не такой уж дальней. Звали ее Маро. И в то время, когда я к ней попала, моей прабабушки не было в живых. А бабушка моя, видимо, поняла, что родную кровь не всегда возможно вылечить, вытащить. Ее силы на это не хватило, поскольку сильнее в нашей семье была моя прабабушка. И она отвела меня к Маро для того, чтобы убрать страх. Но прежде чем прийти к этой истории, я хочу немного рассказать. Мы поехали с мамой отвезти гостинцы от моей бабушки к одной женщине, которая лечила, одним словом, прославилась. И у нее была целая очередь, когда ее помощница вышла позвать кого-то и увидела и узнала, то есть, что мы сидим, зашла, и она нас позвала. Кстати, хочу сказать, что ведьмы 21 века немного по-другому работают только в том смысле, что эта очередь уже не возле моих ворот стоит, а в интернете, а в WhatsApp. Есть возможность работать по фотографии человека. То есть в древние времена, если приезжали и просили за дочь, не обязательно было возить свою дочь, но просили за нее, говорили ее время, то есть дату рождения, несли там какой-нибудь предмет-посредник, то есть вещь. Сейчас предметом посредника может являться фотография. Точно так же через интернет могут передать, через WhatsApp, да, различные коммуникации могут передать данные человека. И этого достаточно, чтобы работать. То есть я к тому, что ничего не изменилось. Просто современные технологии дали возможность немного по-другому работать. Невидимо работать. То есть в то время, если и знали, там просто окружали дом знахарей, ведьмы вот стояли в очереди километровые. Не всегда это нравилось соседям и прочее. А сейчас просто никто не видит, не знает, никого нет, никто никому не мешает. Но в твоем WhatsApp по 10-15 тысяч сообщений в день. Представляете, это количество людей, если бы тут стояло. Вот о чем речь. Так вот, мы пошли. Она меня первый раз увидела. Мама моя поздоровалась там, спросила кое-что там по своим делам, здоровью, хотела узнать, как быть, что.
И она посмотрела на меня и сказала: ты очень многое пройдешь, у тебя будет очень, прямо выражение такое, собачья судьба, но ты сама будешь лечить. Нам дала воду, заговорила какую-то воду, нить, черную нить и, значит, красную так спутала и сказала: теперь, значит, отдели нить, распутай. И я красную нить открыла, а где черная нить, 3 раза она завязалась. И она сказала: 3 раза в жизни у тебя будет смертельный случай. И это действительно так. Далее дала какую-то воду, заговорила и сказала: то, что тебе приснится, приедете и мне расскажете. Я выпила эту воду перед сном, легла спать. Мне приснилась война, мне приснилось поле такое, и люди в военных одеждах, и 2 крылатых духа, которые спускались вниз. И она сказала: эти крылатые духи – это посланники, которые будут тебя вести по жизни. А война, которую ты видишь, это твоя жизнь и та война, которую ты будешь вести с невежеством людей, незнанием людей. В общем, она много чего сказала, но сказала: вся твоя жизнь – война. Но есть 2 хранителя у тебя, которые будут всю жизнь тебя вести. Я до сих пор помню ее имя, Света ее звали. Она жила в Тбилиси, но она была тогда среднего возраста человек. Я была ребенком, но сколько ей было, 50 с чем-то лет. Не знаю, может быть, она жива, хотя большие сомнения. Уже была в возрасте и уже уставшая от этих всех дел. И у нее жила бабушка, которая была ее соседкой, и у нее дом подожгли, и она взяла ее к себе. Вот такая была и добрая, и строгая, и жесткая женщина. Ну, впрочем, как и все ведьмы. В душе добрая, накормит всех голодных, последний отдаст. Но если что-то не так, я помню, как женщина зашла туда с фотографией мужчины, по всей видимости, в руках держала и выскочила оттуда, а там вслед полились такой мат-перемат. Пришла привораживать. Вот Света ее послала куда подальше. И вот нас окружали такие женщины, такие люди, которые знающие. Кроме того, что всю жизнь мне встречались люди, которые знали, которые передавали свои навыки, так еще и вот такие случаи, понимаете? И я сейчас понимаю, что мой страх был не напрасный, не просто так это появилось в моей жизни. Я увидела сон, как заходит лев, впрочем, львы мне с детства снятся. Львы вообще кому снятся, это говорит о зрелом признании, то есть в зрелом возрасте, что, собственно, и произошло. Я увидела, как лев заходит через окно, начинает рвать наших собак, почему-то через окно, в доме, в общем, такой непонятный сон. На нас кидается. Я вот проснулась в этом ужасе. И как только начинало темнеть, у меня было ощущение, что я слышу рык, что он сейчас заберется на подоконник, зайдет домой. Я пряталась, я просто закрывалась, где-то лежала, боялась ходить по дому. У меня был жуткий страх. И бабушка моя отвела меня к Маро. Маро зажгла 2 свечи восковые, взяла яйцо и начала катать по моей голове. Катала она и по часовой, и против, от чего я сделала выводы, что не имеет значения, как катать. Главное, собирать эту энергию. То есть страх она вытягивала из моей головы, подсознания, в яйцо. После чего это яйцо мы вышли, и, значит, я разбила это яйцо. Не-не, разбила 2-й раз, извиняюсь. Это 2-й заговор, я вам дам. Закопали. А 2-й раз, когда пришли, там уже она заговаривала как бы мои внутренние вот эти вот опасения и прочее, и она дала мне в руки, я разбила. Этот 2-й ритуал с яйцом я потом дам.
немножко опередила события. Закапывали первый раз. И когда она читала что-то, шептала, я, конечно, навострила уши, включила на полную мощь. И вот я, хитрый жук, выучила наизусть. Мы к ней ходили несколько вечеров с этим яйцом. Она то закапывала, второй раз начитывала, разбивала, в общем, и так далее. И сняла мои страхи. И поскольку она много раз читала, крутила над головой, конечно же, я выучила наизусть. Выучила, запомнила и через несколько лет записала по памяти. Я хочу вам подарить. Я думаю, что она не обидится, простит меня с того света. Но раз уж мне это пришло, значит, она не против. Она была добрая женщина, не думаю, что она разозлится на меня. Надо взять яйцо, внимательно послушать. То, что я сказала разбить, это следующий ритуал. Я немножко опередила. Я дам и следующий, но пока вот ритуал связан именно с этим, с этой работой. Лучше, конечно, деревенское яйцо, но если нет, то можете взять в магазине. Теперь искать эти яйца очень непросто. Так вот, значит, берете яйцо и крутите над головой человека. Вот таким образом. Вы сами себе, если снимаете свои страхи, внутренние страхи, опасения, навязчивые идеи, навязчивые мысли, если вы там себе напридумали, что там кто-то умрет из дома или что-то случится, и вот постоянно вы это воспроизводите, представляете, это нехорошо. Визуализация нехороших событий тоже может притянуть их. Снимайте эти страхи. Или боитесь жутко там на работе, может, директора, знаете, боитесь жутко, ночью там выходить из дома. Любой страх. Своим детям вы можете провести такой ритуал, но если вашему ребенку не больше, чем 18 лет, тогда вы можете провести. Но ребенок должен уважать эту силу, понимать, что к чему. Понимаете, только тогда проведите, объясняя, для чего это надо. Так вот, вот так крутите над головой, прям катаете, касаясь головы. Крутите, осторожней, чтобы, естественно, не разбить яйцо. И начитывайте 7 раз. Начитывайте 7 раз, потом выносите это яйцо. Можно на следующий день, можно где-нибудь убрать. Свечи должны догореть. Выносите это яйцо, вместе со свечами закапываете, а сверху кидаете 7 монет. И говорите, откупаюсь. Если это будет зимой, закопайте в снег, это не важно. Главное, чтобы яйцо там тухлело, осталось, и постепенно эти страхи умирали внутри этого яйца и окончательно ушли. Но в таком месте, чтобы не раскапывали ни кошки, ни собаки и прочее. Вы меня поняли. Итак, сделайте одну ночь. Это нужно в сумерки. Если будет нужда, потребность, значит, повторите 3 ночи к ряду, естественно, с разными яйцами. Не одно и то же яйцо. И каждый раз зажигая 2 свечи. Каждый раз вынося, где-то закапывая, оставляя 7 монет, разных монет, можно со словами «откупаюсь» и уходите, не глядя. Итак, читаем. Черный дев летел через 7 черных гор. К нам прилетел. Кружился да кружился, страхи собирал, переполохи с нас забирал, в черном яйце прятал. Крутил над нашей головой, вертел над нашей головой. Страхи, переполохи, все воедино собрал и в черное яйцо забрал. Отныне все страхи с яйца, в яйце спрятаны, извиняюсь, страх темной ночи или бездонной ямы, страх от пустыни безлюдной, страх перед огнем, страх перед водой, страх от покойника, страх темноты, страх пустоты, страх от врага, страх от дороги и от ночных переполох. Все в этом яйце собралось, да диву черному отдалось заклято.
Когда будете закапывать, говорите, в землю закопал, закопал или закопала, естественно, кто делает. Страхи в земле сгинут и нас навеки покинут. Заклято. Еще раз. Крутить яйцом. Когда будете крутить, ощущение, как будто пространство оживится и словно над... Знаете, такое ощущение, как вам мозг перемешивает. Вот будет такое чувство непонятное. Но это недолго. Быстро пройдет. Черный дев летел через 7 черных гор, к нам прилетел. Кружился да кружился, страхи собирал, переполохи с нас забирал. В черном яйце прятал. Крутил над нашей головой, вертел над нашей головой. Страхи, переполохи, все воедино собрал и в черное яйцо забрал. Отныне все страхи в яйце спрятаны. Страх темной ночи или бездонной ямы. Страх от пустыни безлюдной, страх перед огнем, страх перед водой, страх от покойника, страх темноты, страх пустоты, страх от врага, страх от дороги и от ночных переполох. Все в этом яйце собралось, да деву черному отдалось. Заклято. Да, извиняюсь, одну часть в конце забыла сказать. Усталость сказывается. Див яйцо забрал, в землю закопал. Страхи в земле сгинут и нас навеки покинут. Заклято. Немножко неправильно сказала первый раз. Ну уж, кто столько работает, тот поймет, что иногда усталость сказывается. И давайте еще раз прочитаем. Черный дев летел через 7 черных гор, к нам прилетел. Кружился да кружился. Страхи собирал, переполохи с нас забирал. В черном яйце прятал, крутил над нашей головой, вертел над нашей головой. Страхи, переполохи, все воедино собрал. В черном яйце, черное яйцо забрал. Отныне все страхи в яйце спрятаны. Страх темной ночи или бездонной ямы. Страх от пустыни безлюдной, страх перед огнем, страх перед водой. Страх от покойника, страх темноты, страх пустоты, страх от врага, страх от дороги и от ночных переполох. Все в этом яйце собралось, да диву черному отдалось. Закапывая, говорите. Див яйцо забрал, в землю закопал, страхи в земле сгинут и нас навеки покинут. Заклято. Закапывать вместе со свечами, кидать 7 монет, сказать «откупайся» и уйти. Если есть нужда, 3 ночи к ряду повторять каждый раз новое яйцо и каждый раз новые свечи. Я думаю, что говорить не обязательно. И все время закапывать тут же. Помните, где пряталась, точнее, смерть Кощея Бессмертного в яйце? Это все идет из древних времен. Точно так же все плохое собрать в яйцо, там спрятать, яйцо закопать или отдать рыбе, или кинуть в воду и так далее. Но об этом как-нибудь мы с вами еще поговорим. Ну, спасибо нашей бабушке Маро и моим ушам, которые все запомнили, записали и вам передали. Всем удачи!